знаю, как вы, мои дорогие, а я очень люблю всякие коробочки. И люблю их украшать. Вот это уже очень старая коробочка она. Очень просто сделана, декупаж. Ну и тут кабошон на брошечке приклеенный. Вот, у меня тут лежат всякие денежки разных государств, разных времен. Вот. Так что я очень люблю коробочки. Вот такая коробочка у меня есть. На магнитике. Очень хорошо подойдет для всякой мелочевки. Кому интересно, давайте посмотрим, что с ней можно сделать. Сначала я хочу приклеить вот такую сеточку. Клею я на обычный ПВА. ПВА огромное количество всяких разных в магазинах. Я клею на универсальный. Потому что он у меня сейчас есть. Закончится, пойду куплю, какой будет. Особенно я. Кому-то нравится столярный, кому-то какой. Ну, собственно говоря, приклеили, а по краям обрежем. Так, и я хочу еще вот эту сторону приклеить сразу. Вот эту заднюю. Так. Я обрезала все лишнее, но хочу вам сказать, что обрезать лучше, когда высохнет. Это я просто обрезала, чтобы мне не мешалось. Теперь вот искала. Вроде бы столько всякого кружева, а ничего не подходит, потому что площадь небольшая. Вот сейчас вырежу вот такой элементик и тоже его на ПВА приклею. Девочки, кружево может быть хоть черное, хоть зеленое. Все равно будем красить. Поэтому любого цвета можно. Так, сейчас. Так, ну вот такой цветочек. И опять ПВА нам в помощь. Обожаю ПВА. Что только на него не клеится. Все что угодно. Плотное кружево надо. А не, нормальное тут. Просочилось все как надо. Ну, а теперь, девочки, надо, чтобы все это высохло. А то сетка, она такая противная в этом отношении. Пока не высохнет, ползет вся. Но для декоративности нужна. Так, ладно, будем сохнуть. Так, ну что, коробочка наша высохла. Я ее всю со всех сторон обклеила этой сеткой. И вот что кружева, что у меня были. Чтобы ваше время не занимать,
Вот, все обклеила и все высохло. Теперь передо мной стоит задача, нужно сделать ножки. Она же не будет просто так стоять, правда? Вот, есть у меня вот такие бусины пластиковые. Вот сейчас я их сюда вот и приклею. Только сначала я их... Они не очень ровные. Ну вот, более-менее. Сейчас я их приклею. Гель-момент прозрачный нам в помощь. Ну и вот просто приклею. Так, не попутать. Вот, да, вот это дно. Сейчас мы сюда приклеим. Ну и вот так вот 4 ножки приклею. Приклею, подсохнет и буду красить. Ну вот ножки приклеила, теперь вот буду, сомневаюсь, какой цвет красить все это дело. Ну ладно, сейчас подумаю. Ну и теперь нам нужно это все прокрасить, чтобы не было никаких просветов. Все нужно покрасить. Акрил для пенсионеров просто недостижим. В смысле цены. Поэтому я крашу обычной водоэмульсионкой белой для потолков. И мешаю ее вот, чтобы вот такой цвет был. У меня вот колер морская волна. Вот все это нужно прокрасить вокруг и высушить. Я ваше время не буду отнимать, ничего тут сложного. Краси, краси. А потом будем уже декорировать, наводить красоту. Ну вот, я покрасила. Теперь пусть просохнет. Вы не расстраивайтесь, если у вас там что-то где-то. Все равно 2 раза, наверное, придется красить. Как-то очень неравномерно получается. Ну, посмотрим. Ну, коробочка наша высохла, я уже начала ее украшать. Если вы не хотите, чтобы у вас было плоское, даже не могу, как вам объяснить, то некоторые центральные вот детали нужно сделать так, чтобы они были повыше. А чтобы они были повыше, можно приклеить вот обычную пуговку пластмассовую, а потом на нее уже какой-то элементик приклеить. Вот. И остальные у нас можно будет вот так туда подпихнуть, чтобы не было видно, ну, вот этих вот колечек. Да, вот так вот как-то. И приклеить. Но это смотрите сами, это на ваш вкус, на ваш выбор и, собственно, исходя из того, что у вас есть. Дерзайте, у вас получится. Еще получится лучше, чем у меня. Я в этом уверена. Вот, ну что, буду потихоньку клеить. Обязательно, обязательно все эти элементики нужно перед тем, как приклеивать, что-то шкурочкой пройтись, ацетончиком обезжирить. Обязательно, потому что все это потом может отвалиться. Вот, и вот так вот
Вот, так как я делаю эту коробочку в подарок, то я не буду, конечно, вот на горячий пистолет клеить или там на ПВА. Это все ерунда, это все потом отвалится. Вот, так что я вот клею на гель момент. Что-то тяжелое даже на эпоксидку можно поклеить. Ну и говорю, а тут уже как вам вздумается, что куда клеить. Но все равно будет красиво. Потом оно же покрасится. Так, вот это встанет сюда. Так что, мои хорошие, мажем и клеим. Я ничего заранее не продумывала, не смотрела. Клею так, как в голову придет. Так. Ну-ка. Потом можно и цепочки какие-то проложить. Шнурочки, цепочки и там. Но я не буду. Не буду цепочки прокладывать. Пуговки вот интересные, очень хорошо идут. Ну, вот у них должен быть, конечно, какой-то... Ну, то есть они не должны быть гладкие. Тогда они хорошо смотрятся. Полубусинки. Ну, это в конце. Вот какие-то остатки фурнитуры. Я делаю украшения, поэтому у меня очень часто остаются по одной штучке какие-то шапочки. Так. И уже их некуда девать. И они замечательно на эти вещи идут. Так. Ой. Я вчера вечером все это положила в ацетон. Прям просто в ацетон. И пошла поливать участок свой. Просто забыла. Они у меня некоторые пластмассовые превратились в непонятно во что. Ну ничего. Покраситься, поклеится. Вот такую штуку. Или уже будет много, перебор. Так, я желаю человеку, которому эту коробочку подарю, благосостояния. Поэтому и денежку приклею. 5 евроцентов. Пусть у этого человека все будет замечательно. Так, а что у нас тут? Так. Сейчас вот понаклею. Потом мелочевку всякую. Так. Я не буду ваше время отнимать и показывать вам все 4 стороны, которые я буду клеить. Я думаю, что вы прекрасно все поняли.
все поняли и сами прекрасно сделаете все. Так, вот, чтобы сейчас мы так вот сделаем. Так. Чтобы приклеить пуговицу на ножке, какой-то материал можно откусить ножку. Какие-то ножки просто не откусываются. Поэтому нужно приклеить 2 пуговки плоские, а сверху потом приклеить вот такую пуговицу на ножке. Вот, и это уже не будет все смотреться плоско. Так, что нам сюда? Времени уходит много, девочки, на это. Вот честно вам скажу. Много. Пока это все, потом пока это все высохнет. Нет. Пока все пристроишь. Но результат получается. Такую вы не купите в магазине. А если купите, то она будет стоить бешеных денег. Так, ну ладно, сейчас перейдем к мелочевке. Вот, попыталась откусить ой, ножку у пуговки. Но это еще такой пластик, который откусывается. А есть, которые просто не хотят откусываться. Вот, сейчас приклеим. Ну и вот на пустые места или там, куда вам нравится, можно и вот эти вот приклеивать. Всякие полубусины. Господи, это у меня их тут чего тут только нету. И мелочь всякая. Вот надо сейчас выбрать, что можно приклеить. Ну, приклеила я, в общем-то, все, что хотела. И ручка у меня тут. Изнутри еще покрасить надо. По бокам я немножко совсем приклеила. Снимаю на камеру голубой цвет. Не голубой совсем. Вот, сзади я не стала больше ничего клеить. Ну, может быть, потом стразиков каких-нибудь приклею. Вот. Но теперь надо ждать сутки, пока клей высохнет окончательно, когда можно будет красить начинать. Подождем. Ну что, мои дорогие, прошли сутки. Клей высох. И теперь нам нужно все это дело покрасить. Красим так, чтобы не было видно металла, то есть со всех сторон. За один раз не прокрасится, конечно. 2 раза, видимо, придется красить. Ну, посмотрим. Вот. Ну и заодно прокрасим, где тут повылезало беленькое.
Так, ну вот. Здесь я уже все покрасила один раз. Вот то, что не прокрасилось, еще разочек покрашу. В общем, куда вы только можете залезть кисточкой, везде нужно покрасить. Все вот эти вот ребра. Но я ваше время не буду отнимать. Сейчас еще раз прокрашу. Вот, я в краску добавила ПВА. Ну, не 50 на 50, наверное, примерно процентов 40 ПВА, остальное краска. Плохо на пластике держится. Поэтому взяла, добавила ПВА. Так, ну ладно, буду еще красить. Ну что, мои дорогие, снимала, и оказалось все без звука. Очень неприятно. Бывает, у меня телефон дурит вот так. Ну что, ладно, придется так озвучивать. Краска у меня металлик, такой под золото. Я хотела пройтись сухой кистью, ну, почти сухой, но оказалось, что у меня нет такой кисточки, к сожалению, такой жесткой. Пришлось мне вот кусочком губки, но это уже будет не то. Ну, что делать? Как получится уже теперь. Вот по всем выступающим частям я вот прохожу губочкой этой. Но надо так, чтобы она была... Ну, промокать сначала ее по бумаге. Вот видите, и тут еще и так вот и наснимала, что ничего не видно. Ой, ну вот, да, такой я оператор. Но я думаю, что вы прекрасно понимаете и видите, как это делается. Лучше, конечно, чтобы было почти сухое, потому что кое-где у меня тут жирные пятна. Ну, в смысле, получились. Лучше несколько раз пройтись по одному месту, чем вот что-то налепить непонятно что. Ну, очень приятно то, что это уже работа к концу подходит. Сейчас вот докрашу. Ну и потом, собственно, останется приклеить полубусины. И покрыть все это дело акриловым лаком в самом конце, когда уже все это высохнет. Ну, а пока вот видите, крашу, мажу, мажу, крашу. Ну, интересно, получается, мне самой нравится. Вот, ошибка у меня тут была, хочу вам сразу сказать. Второй раз я не красила, а так подкрасила сами вот эти элементы, и где были там какие проплешины. Так вот, когда вы красите первый раз, нужно сразу добавлять ПВА, потому что на пластике краска не держится. А я добавила уже, когда второй раз красила, и у меня получились кое-какие... Краска отличается по цвету, какие-то темные места. Пришлось мне их заляпывать, закрашивать. Ну, в общем, вот так вот как-то получается. Да, еще что вот. Монетки эти, евроценты, ну, абсолютно не рельефные и, в общем-то, ничего
Если будете выбирать монетки, берите такие, чтобы они были порельефней. Вот тут вот видно, где я замазывала. Вот видите сбоку, слева, где были темные места. Ну, в общем-то, общей картины так особенно это не портит. Вот сами видите, что получается. Да, нужна кисточка. Конечно, я поторопилась. Надо было съездить завтра купить кисточку пожестче. Но уже я не могу. Я такая, что мне нужно сделать вот прям сейчас. Ничего с этим не поделаешь. Характер такой. Ну вот, мои дорогие, что в результате у меня получилось? Я приклеила полубусинки, такие желтенькие. Покрашу еще донышко и внутри. И покрою акриловым лаком. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте палец вниз. Подписывайтесь, кому понравилось. Only the moon when the tide is